Добрый день, друзья! Здравствуйте, Борис Леонидович. В эфире «Геоэнергетика Инфо». Всем добрый день. Молдавия не намерена погашать задолженность на 700 миллионов долларов перед «Газпромом» за потребленное топливо. Об этом заявил премьер-министр страны. В это же время официальные лица Молдавии заявляют, что прекращение поставок будет означать энергетический коллапс всей энергосистемы, на фоне чего внутренние цены уже подняли на 33%. Борис Леонидович, прокомментируйте, что ждет Молдавию и что это получается. «Газпром» опять кинули? Кинули или не кинули, там на самом деле связка, которая с Молдавией есть, она завязана, разумеется, на Приднестровье. Не поставляя газ в Приднестровью, мы замораживаем Приднестровье. Если мы поставляем газ в Приднестровью, тогда есть электроэнергия не только в самом Приднестровье, но и в Молдавии. Приднестровская ГРЭС – это по-прежнему порядка 80% генерации электроэнергии. Не поставлять туда, где находится наш анклав, давайте вещи своими именами называть. Да, там многие с двойным гражданством, но то, что показали результаты голосования, как бы очевидно, на чьей стороне симпатии. Каковы устремления Приднестровья во многом совпадают, конечно, с Гагаузией, и, конечно, это говорит о том, что в Молдавии все в полном порядке, три разных части страны с разными планами, с разными намерениями, так скажем. Тем не менее, долг этот есть. Напомню, что спор идет достаточно давно. «Газпром» обозначил свою позицию. После этого, не согласовывая с «Газпромом», Молдавия попросила поучаствовать в некую аудиторскую компанию, которая из 700 миллионов оставила что-то там около 7 миллионов. Разумеется, «Газпром» результат такого аудита не признал, и, по логике, после этого должны были быть прекращены поставки. Но Приднестровье. Это что касается судьбы долга. Что касается проблем, которые у Молдавии, очевидно, возникли, если бы этими проблемами начинали заниматься так, как было положено в тяжелое историческое прошлое в мае месяце, наверное, были бы другие результаты. Но в мае месяце единственная проблема, которая стояла перед правительством Молдавии, это пройти выборы. Нужно было выбрать Санду, это было непросто. Я думаю, что сейчас, потренировавшись, они могут помочь и Румынии выбрать Санду, и кому угодно еще. В Грузии вон проблема, тоже можно выбрать Санду. В результате то время, которое можно было использовать для того, чтобы хоть как-то выяснить отношения или с «Газпромом», или в связи с предстоящим окончанием договора о транзите через газотранспортную систему Украины, с ней как-то выяснять отношения, о чем-то договариваться с Румынией. Но ничего этого сделано не было, и действительно сейчас такой совершенно непонятная ситуация, как из нее выходить. Можно сколько угодно поднимать тарифы, но если нет газа, то просто нет электроэнергии. Тариф – дело хорошее, но когда у тебя физически не работает электростанция, то можно здорово экономить, если у тебя нет света, но нет света в современном мире, хорошо. В сельской местности еще можно что-то придумать с отоплением, можно какие-то генераторы подтащить, но хватит ли у всего населения, живущего в городах, возможности вот таких сказать сложно. Тот газопровод, который удалось протянуть из Румынии, даст ли Румыния, есть ли у нее у самой запасы газа, пока сказать сложно. Опять же, теперь выборами заняты Румыния, и у меня такое подозрение, что им не до ближайших соседей, которые желают вступить в ее состав. Там тоже больше политики, чем экономики. Есть, по словам министра энергетики Молдавии, какие-то запасы, которых может хватить на январь, в том случае, если не будет холодной погоды. Доводить ситуацию в экономике до того, что ты зависишь полностью от погоды, в принципе, если это вот такой способ вступления в Европу, где приблизительно то же самое, может быть, но легче ли от этого населению? Население, которое проживает внутри Молдавии, вот, и одни результаты голосования, все остальное, такой вариант Украины. Из 100% опрошенных 70% желают продолжения боевых действий, а 30% живут в Украине. Здесь приблизительно такая же картинка получилась. Какие у них варианты еще есть? Всего две границы. Румыния
и Украина. Сказать, что на Украине все благополучно с производством электроэнергии, тоже не получается. В последнее время там какие-то неопознанные летающие объекты куда-то летят, и непонятно, что с этим делать. Так что были уже, раздались уже просьбы со стороны правительства Молдавии в адрес Еврокомиссии, Евросоюза, помогите с финансированием. Но финансирование, когда у тебя физически нет доступа к ресурсу, тоже не помогает, даже если оно очень европейское. Можно, конечно, евро пытаться в печку засунуть, но вряд ли удастся провернуть турбину. Так что очень тревожная ситуация. Ситуация немножечко сказывается в том числе и на граничащей с Молдавией и Одесской областью. Случились проблемы на подстанциях вокруг Одессы, у обеих, и Северной Одесской, и вторая Анжелык, по-моему, называется. Подстраховать Молдавия не может, просто потому что электроэнергия нужна самой Молдавии. Нет такого объема газа, чтобы дополнительные объемы вырабатывать. Разумеется, где-то там вот совсем недавно закончилась международная конференция по экологии КОП-29. То есть, по идее, у Молдавии, ну, как почти европейской страны, полным-полно должно быть солнечных электростанций, ветряных, но вот почему-то они тоже зимой не выручают. Так что зима будет действительно тяжелой, и связано это прежде всего не с тем, что неправильно себя ведет «Газпром». В любом случае, совет, который в граде Петра на Неве получил министр энергетики Молдавии, в силе, как бы не пыталась решить Молдавия вопрос с поставками газа, в любом случае нужно договариваться именно с Украиной. Это не только Уренгой, Помар и Ужгород, который идет через территорию Украины, но даже в том случае, если трансбалканский магистральный газопровод начнет работать в реверсном режиме, все равно нужно договариваться с Украиной, как ни странно. Маршрут выглядит достаточно своеобразно. Если мы в обратном направлении на этот трансбалканский маршрут смотрим, то из Румынии он входит в Молдавию, потом немножечко кусочек территории Украины, снова в Молдавию. Вот с этим кусочком тоже нужно будет что-то решать. В любом случае прямые переговоры энергетических властей Молдавии и Киева необходимы. Когда они собираются этим заниматься, с учетом того, что ноябрь закончился, мне сказать сложно. Будет ли возможность у Румынии обеспечить поставки по трансбалканскому маршруту, тоже сказать сложно. Это зависит от того, будут ли свободные объемы в турецком потоке, собственно говоря. Либо необходимо будет каким-то образом договариваться с Грецией о наращивании объемов поставок СПГ, дальнейшей регазификации, прокачки по трансбалканскому маршруту с юга на север в обратном направлении. Я, к сожалению, не смог в открытых источниках найти все ли компрессорные станции, готовые к работе с юга на север. Так что ситуация действительно непростая. Да, меня удивляет сама постановка вопроса, что вот мы не будем оплачивать долг, это какое-то нововведение, я так понимаю, несколько по-цыгански это все звучит. Можно так было, да? Ну, посмотрим, каков будет результат. Потому что вот в такой ситуации, когда ты отказываешься возвращать долги, но ты едешь в вояж в Санкт-Петербург, чтобы разговаривать с «Газпромом», ну, понятно, что результата не могло быть по определению. Все, что министр энергетики Молдавии смог из себя выдавить по возвращении в Кишинев, это то, что ему посоветовали обо всем договариваться с Украиной. Никаких гарантий, там, каких-то объемов, еще чего-то. Сначала реши вопрос с транзитом, потом приезжай еще раз. При этом на дворе декабрь. Почему вопрос газовый в Молдавии настолько политизирован? Мне кажется, нету этому аналогов вообще на всем европейском континенте, да и Ну, мне кажется, что если нет понимания того, что в основе любой экономики в 21 веке лежит энергетическая система, ну, вот тогда такой результат и возникает. Казалось, что необходимо решать какие-то гуманитарные вопросы, подписывать договора об ассоциации с Евросоюзом, еще что-то. Не решив вопросы об энергетике, можно договариваться о чем угодно. Количество граждан Молдавии, покинувших страну, ну, будет только расти, потому что мне кажется, что жить, работать вот в такой ситуации, когда рывком поднимаются любые тарифы, причем не на считанные проценты,
поднялись сейчас. С 1 января планируется еще один подъем и тарифов и на доставку газа, то есть за работу распределительных сетей, и за сам газ еще на 26%. Ну, вы можете, конечно, нарисовать любые тарифы, но если газа нет физически, то денег вы все равно не заработаете. Больше того, тот же киевский режим это уже проходил. Поднимаешь тарифы, неожиданно денег поступает меньше, потому что население просто не в силах платить и этого не делает. Вы задрали планку настолько высоко, что это неподъемная сумма становится. Так что, на мой взгляд, Молдавия совершенно самостоятельно загнала себя в энергетический кризис, и где из него выход, ну, разве что ожидать, что настанет лето и будет теплее. Тогда спрос на электроэнергию станет меньше. А как зимовать, я не очень понимаю. Да, можете нарисовать прогноз, картину, вот что будет в самом плохом случае? Самый плохой случай – это вынужденный переход на передвижные дизельные электростанции. Запас их, в общем-то, достаточно большой. В любом случае, пополнить его всегда можно. Но вопрос, хватит ли дизельного топлива на такое удовольствие и какими будут цены на это дизельное топливо. Тоже вопрос такой не самый простой. Дизельное топливо надо уметь доставить. Ближайший такой более-менее серьезный источник – это Венгрия. Но у Венгрии, которая добилась для себя исключения из эмбарго на поставки российской нефти, ответная любезность со стороны Еврокомиссии, Венгрия имеет право поставлять нефтепродукты на экспорт только в одну страну, начинается на У, заканчивается на Краина. То есть даже вот для того, чтобы такой вариант помощи появился, нужно действительно договариваться с Еврокомиссией, но не о финансировании, а о том, что хотя бы дизельное топливо поступало. И если Еврокомиссия решит финансово помочь, то можно погасить часть платежей за это дизельное топливо. Но, опять же, сейчас это все надо делать в авральном режиме, определять объекты, которые невозможно лишать отопления и электрической энергии. Если, опять же, по старым правилам, это так называемая первая категория, все, что обеспечивает функционирование инфраструктуры населенных пунктов, водоканал прежде всего, вода холодная, вода горячая, канализация, все это должно работать. В первую очередь обеспечивается склады продовольствия, тоже по понятным причинам. Вот дальше идут всевозможные социальные объекты, дежурные службы, больницы, ну и так далее, и так далее. Вот, но для этого надо вырабатывать действительно какой-то национальный план спасения. Молдавия не самая большая страна. В принципе, план разработать можно достаточно быстро. Так что да, это аврал, и будет очень тяжело. Ничего с этим не сделаешь. Успеть А кто вообще ну, будет этим заниматься в условиях, когда власти совершенно ну, не соблюдают национальные интересы вот этим планом спасения? ну, вот тут я ничего не могу сказать. Последние новости из Кишинева были, что там одна из партий намерена поднимать вопрос о доверии правительству. Но опять же, эти политические маневры в декабре месяце, Это ну, ни к в чему конце не концов, приведет. Да? в России мы научились создавать топливные штабы. Это не самое большое организационное усилие, тем более для такой компактной страны, как Молдавия. Да. Ну, последний вопрос про Приднестровье. Все-таки что конкретно ждет Приднестровье тоже в самом плохом случае? Давайте. Все ровно то же самое. Ничего, кроме передвижных дизельных электростанций, в этой ситуации уже придумать невозможно. Можно, конечно, попробовать где-то каким-то образом добыть уголь и справиться с проблемами угольные котлы, в каком они состоянии, проверяли их, не проверяли, можно их привести в рабочее состояние в сжатые сроки, сказать сложно. Ну, Приднестровскую ГРЭС строили, опять же, в те времена, когда у нас холодная война на дворе была, поэтому запасы всевозможных резервных вариантов есть. Это может быть и мазут, это может быть и уголь, но, опять же, для этого надо точно знать, в каком состоянии находится оборудование. Их достаточно давно не использовали, нельзя исключать того, что какое-то время на плановый ремонт потребуется. А на дворе, повторюсь, декабрь. Очень жалко в этой ситуации людей, просто невероятно. Каждый народ имеет то правительство, которое имеет народ. Не сказали, которое заслужил, правильно. Ну, к сожалению, вот так. И
все, что мы можем, только посочувствовать. Действительно, ситуация крайне сложная. Ну что же, спасибо, будем наблюдать за ситуацией в Молдавии. И до следующих встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.